Существует ли секс после 40? Мы даже поскромничали, написали, существует ли секс после 45. И больше всего меня интересует не сама тема секса, а мне кажется, на этот вопрос, там, есть ли жизнь на Марсе или ее нету, на этот вопрос вы можете ответить без меня практическим образом. А вот если сексуальность, вот на этот вопрос можем ответить только мы сами. И это сегодня тема моего эфира, тема моего интереса, но это тема моего интереса не только сегодня. Я тот человек, который перешагнул 45-летний рубеж, очень успешно путешествую дальше, и что я знаю о себе и о тех женщинах, которым уже за 45, я вижу несколько интересных опытов, несколько интересных состояний, и мне хочется поделиться с вами, показать вам свое видение, и я уверена, что оно вам поможет. И, конечно, это диалог, и я жду ваши вопросы, ваши комментарии на свой рассказ. Каждый раз по четвергам я с удовольствием делаю наши встречи, потому что я очень много получаю обратной связи, я начинаю понимать лучше, как это для вас, вижу не только свою точку зрения, но я начинаю видеть нашу. Итак, начнем с темы сексуальности. Из хороших новостей сексуальная энергия, не женская, не мужская, не заканчивается. То есть процесс, когда сексуальная энергия стихнет, это будет процесс, когда вы в последний раз выдохнете воздух, и ваша душа выйдет из тела. До этого времени сексуальная энергия будет циркулировать в нашем теле. И ученые, которые занимаются сексологией, они утверждают, что сексуальность начинает уменьшаться после 65 лет. Вот до 65 лет, чтобы люди не говорили об этом, как бы они к этому психологически не относились, сексуальность физиологически в виде гормонов присутствует в теле в большом количестве. Итак, сегодня мы говорим о сексуальности после 45. И пока вы собираетесь, я хочу напомнить, что 20 мая у нас будет мастер-класс, платный мастер-класс, который называется «Женщина в мужском мире». И на этом мастер-классе я собираюсь затронуть все аспекты того, как мы живем в этом мире, и психологический, и социальный, и вопрос денег, и отношения в паре. И для того, чтобы вы могли четко понимать, куда я прямо направляюсь в этом мастер-классе, я вижу огромный перекос и хочу именно с этой темой поработать на мастер-классе. Заниженная самооценка, когда женщины чувствуют себя человеком второго сорта. И сейчас мы с вами начинаем наш разговор о сексуальности. Напишите мне, сколько вам лет. Я думаю, что вы сможете выдержать ответ на этот вопрос. И можете написать, считаете ли вы себя сексуальной. Неважно, если вам 25, 28, 48, 69. Вопрос, сколько вам лет и считаете ли вы себя сексуальной. И пока вы пишете, я вот на что бы хотела обратить внимание, что для женщины быть сексуальной – это быть привлекательной. Это значит, что меня видят,
что меня замечают. Это значит, что что я в этом мире существую. Это совершенно ужасное ощущение быть невидимой. Ну, у нас наш рептильный мозг вообще не любит, когда мы среди своих, среди тех, кто нам не враги, среди тех, кто, ну, к кому мы относимся как к своим людям, и быть незаметной. О, это ужасно. Итак, быть сексуальной– это быть замеченной, хорошо замеченной, то есть когда на тебя смотрят добрым взглядом в своей стае или в своем стаде, в своем прайде. Быть сексуальной– это возможность иметь некое преимущество перед другими людьми. То есть я называю вам какие-то общие показатели сексуальности, и они реально связаны с нашим выживанием, реально связаны с нашим мозгом и рептилии, и мозгом млекопитающего. Чем больше у нас сексуальной энергии, чем больше в нас энергии жизни, тем мы занимаем более высокое положение в своей стае. У каждого из нас своя мотивация. Но любая мотивация, в ее основе, в ее корне будет лежать сексуальная энергия. Потребность быть членом стаи и потребность быть лучше, чем члены моей стаи, превалировать, доминировать. И, казалось бы, возраст 45, сам возраст позволяет уже мне превалировать. Я уже, мама, если мы говорим о женщинах, я уже состоялась как специалист, я уже, знаю, как здесь жить. Но если мы с вами жили до этого, например, с низкой самооценкой, надеясь, что вот я повзрослею, вот я стану зрелой, и тогда я развернусь, то вдруг оказывается, что зрелость пришла, а вот этой возможности развернуться нету. Раньше надо мной превалировала мама, папа, шеф и социум, а теперь надо мной превалируют мои же годы, мои дети, молодое поколение, конкуренты. И я опять не в центре внимания, я опять не самое главное, я опять у себя не на первом месте, и никакого доминирования, никакого вот этой возможности быть круче, чем другие, эту потребность я до сих пор не реализовала. Мало того, если вы в 20 лет говорили себе, я, конечно, молодая, но что я по сравнению с вот этим человеком, он такой специалист классный, у него такой опыт, то теперь, когда у вас есть опыт, но нету высокой самооценки, а высокая самооценка равно высокая либидо, высокая сексуальная энергия, это абсолютно синонимы. То есть чем больше в вас энергии жизни, тем выше ваша самооценка. То теперь, когда вам 40 и за 40, вы оказываетесь в ситуации, что раньше вы были молодая и неопытная, а теперь вы уже, например, опытная, но никому не нужная. То есть высокая самооценка все равно не пришла с объективными факторами, с возрастом, с опытом, с тем, что вы преданы своему мужу столько лет. Ничего во внешнем мире не позволило вам получить высокую самооценку. И вот одна из историй женщин после 45 – это тусклые глаза, потому что женщина ждала всю жизнь, сидела в позиции ждуна, что вот сейчас маленькие дети, они меня не слушаются, потом они были подростками, они меня не слушались, наконец они будут, например, взрослыми, и теперь они меня оценят, и они выросли, и они меня не ценят.
тоже касалось мужа, это же касалось там работы. То есть вот если у вас и не было высокой самооценки, то сейчас, когда пришел какой-то возраст зрелости, возраст мудрости, оказывается, что возраст пришел, а мудрость с ним не пришла. Есть другой вариант. Причиной того, что у вас после 45 падает сексуальная энергия, это ваша привязка к внешности, внешней. Вот я была молодая, вот я была стройная, вот я была без морщин, вот у меня были не седые волосы, вот я была вот такой, а сейчас я, конечно, не такая. Когда вы привязываете свою сексуальность к телу, то, естественно, каждая морщинка, каждый килограмм, не знаю, там, потеря какой-то гибкости, она очень вас травмирует, и вы закрываете свою сексуальную энергию, потому что в вашем представлении сексуальная энергия равно молодое 20-летнее тело. Как вам это? Что скажете? Я добавлю сюда еще третий вид женщин, которые говорят, но я ж уже не девочка. То есть у них сексуальность уменьшается, потому что усиливается возраст. Пожалуйста, те, кто заходит, ставьте лайки. Там есть такой у нас пальчик вверх. Я за этим внимательно наблюдаю, чтобы количество лайков росло. Итак, женщина ошибочно думает, что я ж уже не девочка, я ж уже мама, я же уже мама 3 детей. Какая такая сексуальность? А что муж подумает? У меня, многие из вас знают, я провожу коучинги по сексуальности, и у меня сейчас на коучинге есть одна женщина, которая говорит: ой, Дианочка, я пошла к тебе на коучинг в тайне от мужа. Он считает, что он боится, что я стану слишком сексуальной. Но я ж уже взрослая, я сама решаю. Это пока не взрослое поведение, это пока такое подростковое. Мама против, но я втихаря к тебе пришла. Привет. Давай там покурим за углом нашего дома. Итак, я назвала 3 варианта. Первое, вы ждали, что сексуальность или ваша значимость в социуме увеличится с возрастом. Она не увеличилась, и вы разочарованы. У вас появились морщинки, и вы, или полнота, с телом что-то поменялось, и вы понизили свою сексуальную энергию, или вы понизили, потому что вы говорите себе, уже неприлично, уже нехорошо. Алла хорошо пишет, как кирпич на голову, что касается мудрости и самооценки. Итак, как вам, мои дорогие женщины, осознавать, что ваша сексуальная энергия, она зависит только от того, насколько вы ее готовы выпустить. Скажу вам такую информацию, которая вам сделает, может быть, больно, а может быть, приятно. Но в патологоанатомии, когда вскрывают трупы умерших людей, они имеют возможность посмотреть и померять количество гормонов, которые еще не выработались. И вот эти самые женские сексуальные гормоны, они лежат неиспользованные. То есть женщины умирают. То есть я вам рассказываю информацию о пожилых женщинах, которых препарировали. И это на уроке сексологии нам давали эту статистику, что женщина умирает, а ее гормоны остаются неиспользованными.
Наверное, вы знаете, что если гормонами не пользоваться, они начинают плохо пахнуть. И женщина, у которой ну вот гормоны залеживаются, у нее будет, ну, может быть, неприятный запах тела, может быть, неприятный запах вагины, ну, не самой вагины, а той смазки, которая есть в вагине, такой, ну, гнилостный какой-то, или, ну, короче, разный по своей структуре. Не хочу вам читать лекцию о запахах, но если вы разрешаете гнать свою сексуальную энергию в свое тело, во-первых, тело моложе, во-вторых, тело гибче, во-вторых, вы, ну, очень привлекательны для мира, вы привлекательны для самой себя, у вас очень много интереса, потому что сексуальная энергия, она и желание нравиться, и желание развиваться, и желание быть успешной, и желание быть красивой. То есть все желания, они связаны с сексуальной энергией. То есть они, ну, они есть проекция. То есть желание – это нечто мыслительное, куда протекла сексуальная энергия. Света пишет, а еще понизилась из-за того, что муж понизил, а я под него подстроилась. Все наоборот. Сексуальность, секс дарит женщина. Эта женщина понижает свою привлекательность, и мужчину она больше не привлекает. И если у него не, ну, если она ему больше не привлекательная, то ну, его либидо падает. Ни на кого вы не сможете спихнуть, кроме на саму себя. Я даже не могу сказать, что вы виноваты, потому что у меня нет такой задачи, и главное, что это неправда. Но вы не виноваты, вы не знали. Вы смотрели на этих сексуальных теток, бабулек всяких, которые, не знаю, там, наряжаются, снимаются на фотосессиях, не знаю, там, путешествуют, заводят себе любовников, живут, ну, там, свое удовольствие. Вы, может быть, смотрели на этих теток и говорили себе, что, ну, класс, такое иногда бывает, но вопрос в том, что эта женщина позволила себе остаться молодой внутри. Не психологически, о, я чувствую себя на 25 лет. Нет, вот это психологический возраст должен соответствовать физическому. Вот мне 55 лет, и когда я спрашиваю, сколько мне внутри, мне 55 внутри. То есть я освоила весь свой опыт, я всем этим пользуюсь, но это не повод выключать других игроков. То есть у меня внутри есть маленькая девочка, у меня внутри есть вот эта подростковая девушка, которая хочет нравиться, хочет влюбляться. Ну, моя не хочет влюбляться, моя хочет динамить мужчин. Это у меня прямо любимая такая тема. Мою маленькую девочку вы часто видите на мастер-классах, в Инстаграме. Я часто такое, вау, как классно жить. То есть она выгуливается. Ну, подросток, которая динамит мужчин, выгуливается. Молодая девушка, женщина, которая там имеет романы, влюбляется, влюбляет в себя, играет в эти, ну, в отношения. Это вообще моя любимая часть. Там зрелая женщина, которая, ну, хозяйка дома, жена, мать, старуха. Все эти субличности в моем распоряжении. И возраст, он подарил мне, кроме всего того, что у меня было, он подарил мне еще старуху. И, наверное, вы ну, знаете уже эту свою субличность, не знаю, может быть, вы ее не принимаете, но это та, которой все равно. Не в смысле, что воля, что не воля, все равно, а это та, которая ни во что не играется. И она во мне все чаще просыпается, когда меня не могут ни социальный статус, ни деньги, ни слава, ни власть, ни мужчины. То есть меня ничто не может, ну, цепануть. И она просыпается, и когда она смешана вот в этом гормональном коктейле с другими моими субличностями, и там у них такая классная тусовка, ну, и маленькая девочка подбегает к этой старухе и говорит, вау, смотри, как здесь классно, супер, вау. Ну, и старуха смотрит и говорит, зая, конечно, иди радуйся.
между ними такой хороший симбиоз. Знаете, каждая выступает там, где она нужна. Да, вот кружка очень красивая. Посмотрите, насколько она красивая. У меня их две. Люблю их обеих. Люблю их обе. Что скажете сейчас, девочки? Как вам от моего рассказа? Какие появляются чувства? Какие появляются мысли? Главный инсайт здесь, что сексуальная энергия – это внутренняя энергия. Это энергия жизни. Есть еще четвертая причина, почему падает сексуальная энергия. Это когда человек на себя, женщина, да, у нас же тема о женщинах, когда женщина на себя набрала кучу всяких плохих историй и не работает с собой. То есть она не очищает свое психическое пространство, и происходит такая, знаете, усталость от жизни, когда тяга к смерти становится сильнее тяги к жизни. Когда, знаете, хочется побыть одной, не хочется ни с кем общаться, все неинтересно, все грустно, не хочется за собой ухаживать. То есть у меня бывают дни, например, когда я дома, вот совсем одна, вот нету никого, я знаю, что никого не будет, я могу целый день проходить, у меня есть такие красивые платья, я могу целый день проходить без белья, не расчесывать волосы, не могу ничего, то есть я не могу, не делать масочки для лица, у меня привычка уже ухаживать за своим лицом. Я хожу нечесанная, максимум, то есть я масочки для лица, вот кремами и всякими эссенциями я не могу не пользоваться. И это такое, знаете, моя протестная какая-то подростковая часть, которая не хочет чистить зубы, не хочет расчесывать волосы, и я выпускаю ее, когда у меня такая есть возможность, и ем всякую, для нее вкуснятину, заказываю еду в ресторане, это подростковая моя часть, никогда ничего не хочет готовить. Не знаю, если бы я там пила и курила, я бы там в эти дни побухивала и покуривала, но она у меня, видите, у меня такой протест про другое. И вот, я даю себе попротестовать, такое, я чувствую себя такой, вот все делаю, что я хочу. Вот это вот делать, что я хочу, это наша подростковая часть, и ей тоже нужно, место в этой жизни, место, пространство, дать ей возможность выйти, потому что она ломает устои, она ломает границы. И вот если мы не очищаем свое внутреннее пространство, если мы накопили очень много боли, очень много напряжения, то у нас появляется такая вот по-украински, знаете, обыяковість до життя, равнодушие к жизни. Но здесь у нас есть выход. И мне очень важно, чтобы вы его поймали. Женщина – это powerbank. Женщина обязана и должна наслаждать себя. И вот, напитываясь всяким наслаждением, женщина заряжается. Наслаждение – это и прикосновение, и очищение, и какая-то диета, и цветы. Вы сами знаете, что наслаждение для вас. И у нас на нашем телеграм-канале сейчас началась энергетическая прокачка. Это такая классная штука, мы раз в году ее делаем. Обязательно пойдите каждую среду, то есть там каждый день что-то мы выкладываем, каждую среду мы выкладываем охренительную практику, а в выходные мы выкладываем буквально на один день практику, знаете, на $1 000 000. У меня вообще нету слабых практик, я сама, знаете, очень практичная женщина, и я не люблю долго сидеть, много что-то делать, я не люблю мужских практик, где нужно там 2 часа повторять какую-то мантру. Я точно знаю, что женщине Господь
ну, поручил быть живой и держать все вокруг мужа, детей, дом, бизнес, коров, кур живыми. И поэтому способность женщины наполняться энергией жизни очень высокая и очень быстрая. Расскажу вам по секрету, что те, кто учится у меня на коучинге по сексуальности 2 уровень, они на прошлом занятии получили практику, как наполняться сексуальной энергией за 11 секунд. И все мои практики очень практичные, которые начинаешь делать. Понятно, кто-то мне пишет: ой, у меня не получается, ой, но это все про поговорить. Потому что если мне не лень с этим человеком, на него надавить и сказать ему делай, гадина. Если человек все-таки начнет делать, то практики, они все, телесные. Медитации все, продуманы, то есть они написаны мной, придуманы женщиной, написаны женщиной, и они действуют, очень быстро. Да, энергетическая прокачка невероятно мощная. И очень важно, чтобы вы что-то из этой прокачки, то есть чтобы вы ее сделали, она месяц идет, чтобы вы ее сделали, и что-то останется в вашей памяти, в вашем опыте, как что-то, что лучше всего вам помогает. И это дает 2 эффекта. Первый, нам энергетическая прокачка нужна для того, чтобы убрать все, что отжило. Вот это все, что отжило, оно дает нам вот эту жить неинтересно, так скучно. То есть у нас слишком много тяжестей в жизни, в психике живет. И второе, энергетическая прокачка поднимает наши собственные силы, пробуждает нашу внутреннюю энергию, дает связь с внешней энергией. А женщина, это энергетический портал между внешним и внутренним миром. И когда мы об этом забываем, когда мы переходим, только начинаем видеть мир как материальное, мы теряем контакт со своей сексуальной энергией. Поэтому в обязательном порядке в Телеграме Диана Щербанская. Если вы не подписаны, подписывайтесь. Если вы не читаете, читайте, делайте. Там ни слова лишнего нету. Каждое утро женщина должна наполняться энергией. Никто вас не наполнит. Не ждите. Знаете, я когда-нибудь сделаю медитацию, которая будет называться «Убить внутреннего ждуна». У нас есть такой ждун, который вам уже под 50 или за 50, а он все говорит: приедет принц на белом коне и решит все мои проблемы. А может быть, однажды кто-то, и знаете, такие мечтания у нас, такие, даже не мечтания, а фантазии. В этих фантазиях всегда присутствует кто-то, кто пришел и сделал нам, нечто прекрасное. Мы все время, кого-то ждем. Вот я хочу убить того, кто ждет. Я хочу, чтобы мы, проснулись, потому что быть сексуальной – это быть здесь и сейчас. Когда мы ждем, что когда-то в будущем что-то хорошее произойдет, энергия сексуальная спит. И чем старше вы становитесь, тем сложнее вам пробуждать сексуальную энергию, потому что в будущем у многих из вас нету сияющего небосклона, нету горы, на которую вы взберетесь. То есть вам кажется, что жизнь уже катится под откос. О чем еще мечтать? Я уже замужем, уже дети есть. Будет у меня Бентли, и что? Или куплю себе дом, и что? Но там, в вашей сияющей вершине, не Бентли, не квартира, не машина, а вы, какая-то прекрасная, которой вы сегодня еще не стали. И у той вы энергии сексуальной гораздо больше, чем у вас. И вот сформировать этот образ, прояснить его для себя, влюбиться в него и захотеть туда пойти, это пробуждает нашу сексуальность.
Да, это новый уровень развития ваш. Это уже не понравится Васе. И это не чтобы мужики лежали штабелями. И уже даже не для того, чтобы быть лучше, чем соседка Зина. Это что-то уже очень сильно для себя. Надежда пишет, а каждая жить без мечты, что все будет лучше. Я тебе только что ответила. Не надо жить без мечты, что все будет лучше. Намечтай там себе лучше, но только не жди, что это кто-то тебе придет и сделает. Пусть этот кто-то станешь ты. Потому что вы уже 20-30 лет ждете, что кто-то придет. А этот кто-то не приходит. А вы будто бы не замечаете, что этот кто-то не пришел. То есть не приходит, не пришел и не собирается приходить. Вы все ждете и ждете его. Я говорю его или ее, вы ждете спасителя, кто сейчас придет и вас спасет, и вытащит вас из грязи в князи, влюбится в вас и увезет в прекрасную страну. Я когда общаюсь с женщинами, которые хотят выйти замуж, и они сидят дома навстречу своей судьбе. Я говорю, а что, как он о тебе узнает? Она говорит, я на Тиндере. Я говорю, ты ходишь на свидание? Нет. Ты в мужские места ходишь, ты на сайтах мужских шляешься. То есть где тебя может увидеть мужчина? Мало где. А чем ты ему будешь интересна? И вот тут наступает совсем звездец. То есть если еще женщина представляет, что да, с мужчинами надо где-то встретиться, то дальше у нее совершенно инфантильная идея, что он на нее посмотрит и влюбится. Я говорю, во что он влюбится? Получается, она надеется, что его, какая-то биология включится. Она говорит, там химия, нечто невообразимое. Я говорю, а ты знаешь, что эту химию изучили давно? Что мужчина влюбляется в ту женщину, у которой внутри много сексуальной энергии. А если ты похожа на вяленую рыбу, то сколько бы ты ни красила реснички, не это включает. Мужчина будет считать красивой ту женщину, у которой очень много сексуальной энергии по направлению к нему. Не просто вообще, а по направлению к нему. И он хочет в это направление попасть. Потому что когда он находится в потоке ее вот этой сексуальной энергии, у него просыпается его сексуальная энергия. И мужчина, вы знаете, его реакция какая, если ему женщина нравится. Он говорит, я тебя хочу. У него появляется, вначале эрекция внутри, потом эрекция снаружи. Почему мы решили провести этот эфир? Мы заметили, что тема сексуальности очень много вызывает интереса на YouTube-канале. То есть много людей, много женщин приходят, смотрят ролики на эту тему. И возраст этих женщин как раз 45-65. И понимая, что здесь есть свои особенности, я решила провести этот эфир, чтобы дать вам эти ответы, ради чего, зачем и как пробуждать свою сексуальную энергию. Скажите, пожалуйста, я отвечаю на этот вопрос? Я очень далека от розовых очков. Я совершенно реалистичный человек, или реалистичная женщина. Я очень хорошо понимаю, что сексуальность мне нужна для яркости моей жизни. Когда во мне много сексуальной энергии, все вкусное, все интересное, все яркое. Любая встреча приносит наслаждает.
То есть не меня встреча наслаждает и вырабатывает сексуальную энергию, а моя присутствующая во мне сексуальная энергия, а это энергия наслаждения, она воспринимает реальность, ну, через свою призму. И вот мы вчера с девочками были в хамаме, нам делали массажи, всякие пенные, пенно-мыльный массаж, массаж вот этой такой жесткой щеточкой. Мы сидели, разговаривали, пили чай, и все было классно, все было наслаждение. И все было наслаждение не потому, что оно извне пришло, а потому что изнутри, внутри меня очень много вкуса этого. И классно. И если бы я сидела, ну, например, работала, это было точно так же вкусно. Или я, не знаю, там разговаривала бы со своими друзьями, или вела коучинг, или, не знаю, там поехала бы к стоматологу. Если вы наполнены сексуальной энергией, все обладает, ну, неким шармом. Вам приятно, вам нравится, вы такая милая. Ну, как минимум вы хорошо общаетесь, потому что сексуальная энергия, она заставляет нас меняться с миром. И ее можно и нужно прокачивать. Ее можно и нужно поднимать. И нужно убирать, ну, стрессы свои, обиды, свой травматический опыт. И вместо него наливается вот эта сексуальная энергия. И чем лучше и больше вы прокачиваете свою сексуальную энергию, и она поднимается по всему телу, она не остается как в 20 лет только в гениталиях, она поднимается, ну, вначале там в соски, заполняет грудную клетку, и здесь появляется больше такого, ну, эмпатии, она поднимается в горло и проявляется в вашей речи, и люди будут говорить: как вы сладко говорите. А дело не в словах, а в том, как звучит ваш голос. И она поднимается дальше, в гипофиз, и вам в голову приходят мысли о наслаждении, о жизни, приходят правильные советы себе и другим. И, наконец, она поднимается наверх, в гипоталамус, и разливается по всей черепной коробке, заполняет весь мозг, там, весь мозг управляет всем телом, ну, и вы чувствуете себя в такой гармонии, когда тело, душа и разум, ну, нечто целое, нечто единое. У нас есть мастер-класс. Мы его проводили, он был платный, он стоит где-то, ну, там, $30 или 30 евро. Он посвящен женщинам за 40. Вы можете зайти на мой сайт, купить этот мастер-класс. Там много и мудрого, там он идет 5-6 часов, и мудрого, и практик, и советов. Второй раз я такой мастер-класс проводить не буду, потому что все, что я хотела, там я сказала. И я не вижу больше, ну, о чем говорить. Я очень хорошо понимаю, насколько важна эта тема, но вот основное, что надо рассказать, я в этом мастер-классе рассказала, показала, проявила, вывела на свет Божий. Татьяна пишет: мне 57, я стараюсь слушать ваши тренинги, я живая, я живу, спасибо вам, но мужу 60, он сник, как его разбудить? Такой хороший вопрос. Рядом с женщиной живет все, чему она желает, чтобы оно жило. То есть все, что она считает своим. Я хочу, чтобы и ты, и все эту мысль услышали. Это такая лакмусовая бумажка, что все, что вы не любите, все не живет. И если сник муж, тогда ты можешь увидеть или понять, как ты не наполняешь его.
Еще раз, не наполняешь, это не в смысле там наливать ему энергию, как мне говорят девочки, я своему мужу наливаю энергию. Нет, это про другое. Ты разрешаешь, ему, сникать. Ну, ладно, у тебя внутри для него нету вот этого «живи, гадина, живи». Все, чему мы разрешили умереть, оно может умирать. Все, чему женщина разрешает жить, все оживает. То есть его будить не надо, нужно его будить не надо, нужно себя пробудить, нужно себе увеличить количество энергии и не смотреть как на мужа как на обузу. Он часть тебя. Что ты скажешь об этом? Вот мои ребята выставили мастер-класс в записи «Возраст счастья». На этом мастер-классе я очень отдельно рассказала о том, что у тех, кому сегодня 50-60, вдруг добавились 20-30 лет жизни. То есть в 55 моя мама и ее сверстницы вышли на пенсию, и они были уже в таком состоянии бабушек. Сегодня в 55 я, может быть, и стану бабушкой физически, у меня взрослые дети, дай им Бог детей, но я не старушка ни внешне, ни внутренне. И это не обо мне история, это обо всем поколении. И я уже не первое поколение. Первое было тем, кому сегодня 75. Они взяли, не постарели. Но особо разгулялись тем, кому сегодня 65. Они побросали свои работы очень многие, вышли на пенсию и вдруг занялись, у них оказалось очень много жизненной силы, и они занялись творчеством, поменяли свою жизнь, красиво одеваются, путешествуют, получают удовольствие от жизни, пишут книги и так далее. И это такой новый возраст, которого раньше не было, его назвали возрастом счастья. Когда еще есть силы, и есть деньги, и дети уже никому не мешают. И я об этом тоже рассказываю на мастер-классе. Итак, как у вас сейчас дела? Напишите по одной мысли, по одному инсайту, который сейчас вас прогрел в нашем разговоре. Что такое хорошее с вами произошло? Я просто слышу очень вкусную энергию. Я очень хорошо чувствую групповую динамику. И я сейчас ее так хорошо ощущаю, что что-то произошло, что-то помолодело, проснулось, пробудилось, возбудилось. А пока вы пишете, я хочу напомнить вам, что мы вышли, то время, где мы живем, сейчас называется постмодернизм, мы вышли из такой мужской культуры, мы зашли в мир, куда протекает теперь женская культура, и это первые 10-20 лет, пока идет этот процесс, он только набирает обороты, и никто, кроме вас, уже не считает вас человеком второго сорта, как женщину. Но по-прежнему вы являетесь своим собственным цербером, своим собственным стражником. Вы не разрешаете себе жить на полную катушку. Вы спрашиваете еще разрешение, у кого, как вам жить. Вы не спрашиваете у себя. Вы не думаете, чего вы хотите. Например, у меня есть
ну, чудесная клиентка, ее зовут Наталья. Она очень светлая, кстати, очень сексуальная женщина, живет на Дальнем Востоке. И эта Наталья, у нее есть мужчина, с которым она живет. И вот эта Наталья хочет жить с этим мужчиной. Вот она этого хочет. А он говорит, отпусти меня, ну зачем ты меня держишь? Играется в какие-то дурацкие игры. Так вот, женщина – это та, которая вот про отношения решила что-то и реализовала. И вот быть взрослой женщиной – это точно сказать себе, этот мужчина мой и точка. И у него больше нет никакого шанса. Женщина – хозяйка мира отношений. Если у вас с кем-то плохие отношения, ну, то вы или с этим ничего не делаете, или вам нравятся эти плохие отношения. Я сегодня поссорилась со своей сестрой. И я, ну, активно это сделала. Как активно? Осознанно это сделала. Она ко мне приставала, и я поставила границу. И я очень довольна. И чувствую себя гнусным подростком. Мне сказать, ес, класс, супер. И сейчас, ну, у меня рулит подросток, который хотел, ну, поступить по-своему. Не хотел вести себя как хорошая девочка, которая, мне сестра говорит, ну, хотя бы ради этикета надо делать это, это и это. И проснулся мой подросток, который, ну, не хочет этого делать. И я прямо на стороне этого подростка. Я хочу, чтобы вы, ну, впускали свою энергию и в свои хорошие, и в свои как бы плохие части, но в подростковые. Любили себя разную, наслаждались этой жизнью, игрались, купались. Все, что женщина сказала «мой» или «моё», но сказала не словами, не головой, а энергией. Если это моя компания, моя работа, мои сотрудники, мои клиенты, то здесь все будет хорошо, потому что, ну, это же мое, а у меня всегда все хорошо. Если это мой мужчина, то ему уже будет хорошо. Если он, ну, на это мое хорошо, мне ничего хорошего не делает, я просто говорю себе, ну, наверное, я ошиблась, наверное, это не мой мужчина. Тынц, забираю вот это свое мое, это, наверное, не мой мужчина. И сижу, разговариваю с ним. Он мне говорит, ну, наверное, ты обиделась. Я, ну, поверь, начинает оправдываться. Ну, я говорю, ты обещал прислать мне букет цветов. Я же тебя не тянула за язык. И то, что ты прислал, это были, ну, 5 розочек. Это не был, ну, букет. Мне это не понравилось. Я его не приняла. Он говорит, я все понимаю, ну, я говорю, ну, вот я тоже все понимаю. Ну, мне не понравилось. Ты можешь это понять? Я сижу такая отстраненная, довольная, вредная. Он говорит, так, все, ладно, закрыли этот вопрос. Я сейчас закажу тебе букет. Я говорю, давай я посмотрю, какой. Он говорит, не надо, я сам. Пусть для тебя будет приятная неожиданность. Я говорю, хорошо, удиви меня. Что мешает вам быть смелой? Что мешает вам, ну, строить отношения так, как вам это удобно, как вам это нравится? Я не говорю, что я такой была всегда. Я учусь этому. И вот возраст, он как раз добавил мне, что годы уходят, а я все, ну, там, была где-то хорошей девочкой, ну, все где-то ждала, что меня, не знаю, там, поймут, полюбят такую. Мне мужчины говорили, что я люблю, там, нежных, мягких, и я пыталась становиться нежной и мягкой. Но потом, ну, возраст мне подсказал,
правду, что я, ну, не мягкая. Но я не мягкая вообще. То есть я снаружи мягкая, да, но я абсолютно стальная внутри. Ну, у меня энергия королевы. Все хорошо, когда все сделано по-моему. Тогда я могу быть очень нежной. Да, я нежная, но вообще ни разу не мягкая. И это значит не мой мужчина. И когда я стала проявлять свою вот эту огненную природу, и я понимала или я думала, что, наверное, это никому не понравится, но я все равно буду такой, потому что это моя жизнь, и я хочу прожить ее на полную катушку. Именно в этот момент у меня появилось, ну, не просто много мужчин, а мужчины того качества, которые мне нужны. Вот-вот Надежда говорит, так одной можно остаться. А что плохого, если, ну, ты останешься одной? Жить одной и гореть ярко, и выбирать себе окружение, дружить с тем, кем ты хочешь, искать себе интересные там, приключения, интересное обучение, быть самой себе, ну, другом. Что в этом плохого? Или жить с кем-то, но жить на полусогнутых ногах, вместе варить картошечку? Жить с человеком, который говорит, не крась губы. Я не говорю, что это, ну, я просто реально вспомнила человека, который говорил своей жене, не крась губы, ты, блядь, ты шлюха, ты куда ты пошла, который ее куда-то не пускал. И она сидела возле его юбки, мы куда-то ходили гулять, и она говорила, ой, если он узнает, что там будет ты, ну, Диана и Таня, он меня не пустит. То есть она по-прежнему живет со своей мамой, маленькая девочка. Серьезно, я не хочу так. Ни вам, ни себе. Прожить маленькой девочкой, прожить все время в подчинении. Я и не выбрасываю свою маленькую девочку. Я люблю подчиняться. Мой продюсер Юра, ну, пишет мне там, сделай это. Я говорю, да, окей, хорошо, я все сделаю. Ну, я здесь выступаю маленькой девочкой. Или мой стоматолог мне говорит, надо это. Так-то, так-то и так-то. Окей, я как послушная девочка буду все это выполнять. Но если я так всю жизнь живу, если я кушаю то, что хочет мой мужчина, езжу отдыхать туда, куда он хочет, говорю то, что он хочет, я такая прямо ему очень удобная, он от этого развиваться никогда не будет. А где спарринг? А где отстаивание своих интересов? Когда есть страх, что я одна не справлюсь в жизни, это страх маленького ребенка. Ой, а как же я одна? И когда ты себе задаешь этот вопрос, а как же я одна, задай себе следующий вопрос. В каких вопросах я, ну, не самостоятельная? Я не умею платить по счетам, я не умею зарабатывать себе на жизнь, я не умею планировать свой бюджет, я не умею выбирать безопасное окружение, я не умею отдыхать, я не умею готовить. Чего ты не умеешь? И как только ты узнаешь, чего ты не умеешь, выполни это. Не умеешь — научись. Лена пишет, как же вы хорошо балансируете с огнем. Огонь бывает разным, кого-то согреет, кого-то сожжет. Чувствуется ваш огонь, но он такой мягкий, хочется научиться такому полезному качеству. Это научиться пользоваться самой собой, Лен. Это понять, например, если я, ну, огонь — это гнев, то есть мое базовое чувство — гнев. Остальные стихии, земля, вода и воздух, это, ну, другие чувства. У меня об этом есть много мастер-классов, можете посмотреть. Мое базовое чувство — гнев. Понять саму себя — это, ну, очень интересное мероприятие. Мой гнев направляется всегда туда, где есть ресурсы. То есть я всегда держу нос по ветру. Я знаю, ну, куда нужно двигаться. Мой гнев
просыпается, и он просыпается не в виде гнева, а он просыпается в виде такого неукротимого желания. Вот я это очень-очень хочу. Дайте мне. Мой гнев просыпается, когда кто-то наступает на мои границы. Он тут же... И это не для того, чтобы сделать больно другому человеку. То есть вырасти, это понять, что это не больно другому я хочу сделать. И не притушить свой огонь, и не сжечь этого другого человека. А я хочу понять, вот границы здесь не стоит, поэтому включается чувство. А если здесь стоит граница, то чувств никаких не просыпается. Вот Надежда пишет, да, я не умею зарабатывать, и когда ты не умеешь зарабатывать, ты должна подстраиваться под мужчину. Потому что ты здесь маленькая девочка и сама не выживешь. И, на мой взгляд, это ужасно. Ну, как ужасно? Ужасно не то, что ты зарабатывать не умеешь, а то, что ты здесь не растешь. И если ты начнешь здесь расти, то твои отношения с мужчинами будут меняться. Ты не будешь где-то прогибаться и наоборот не будешь где-то держать его за глотку, потому что ты больше не будешь бояться, что этот мужчина от тебя уйдет. И отношения станут намного проще. Они станут не менее холодными, они станут намного легче. Но я знаю истории, когда женщины начинали зарабатывать, и отношения с партнером заканчивались, потому что они держались только на этом страхе. Ты мне даешь деньги, и я без тебя не выживу. Вот девчонки пишут, что я не боюсь остаться одна, я сейчас одна и кайфую от этого состояния. Кайфуйте. Если вы сейчас кайфуете от того, что вы одна, наслаждаете себя, сама себе там лучший друг, сама себе, не знаю, там мама, папа, муж и любовник. Если вы сейчас одна, проживите все, что вы хотите прожить. В какой-то момент это вам тоже надоест, и вы захотите пойти в отношения. Если вы одна и при этом не живете на полную катушку, а живете так, как будто бы вы за кем-то замужем, а он просто ушел в командировку или там вышел за хлебом, если вы не будете чувствовать себя вот этой свободной женщиной, которая выбирает партнеров или выбирает не выбирать партнеров, то есть вам нужно пережить этот 20 там этот где-то с 18 до 25 такой возраст независимости. Никто его не прожил в свое время. Поэтому сейчас, когда есть возможность, мы его проживаем. Так проживите на полную катушку. Успокойте эту свою часть, которая хочет повыбирать, хочет ни от кого не зависеть, хочет быть сама себе хозяйкой. Эту потребность просто реализуйте. Вы не заметите, как вы попадете когда вы ее реализуете, вы не заметите, как вы попадете в очень приятные для себя отношения. Не умеешь готовить, ресторанную доставку никто не отменял. Слушайте, я часто заказываю в ресторанах и доставку. Нет, я больше в ресторанах заказываю. Хотя у меня есть домработница. Но я умею готовить. И я хорошо готовлю. И я не готовлю, потому что я просто экономлю свое время. Но если бы я не умела готовить, то это надо научиться. Все, чему вы не умеете, это вас связывает. Вы можете сказать, я не люблю готовить. Значит, вы не нашли своих рецептов. То есть везде, где есть не люблю, не могу, боюсь, там сидит маленький ребенок, который ждет, что его спасет кто-то. И не во все свои эти травмы нужно лезть. Они не все нужны сразу.
но есть что-то, что вам нужно. И когда человек говорит, ой, да, мне, конечно, очень нужно, но я не умею, это так все сложно, это говорит внутренний ребенок. И туда нужно просто, прийти с любовью, поработать. У нас есть куча практик на эту тему. Или пойти в коучинг, или идти на консультацию, убрать вот этого, ждуна, который все еще ждет свою маму, и вырастить себя. Кстати, вот о прокачке. Пожалуйста, может кто-то свеженький пришел и не слышал. Мы делаем энергетическую прокачку, это бесплатно. Там мои лучшие практики. Там каждый день что-то мы выкладываем на моем телеграм-канале. Каждую среду там охренеть какая практика. Каждую выходной день, по-моему, воскресенье, там практика, которая всего, там 1 или 2 дня висит, потом мы ее убираем, потому что она из наших платных групп. А 30 мая я буду делать огромную практику живьем. Она называется «Поющая чаша». И мы будем на этой практике сонастраиваться с женским, со Вселенной, с планетой, с 21 годом, будем очищаться, убирать все старое. То есть это такая будет завершающая практика, грандиозная. Я уже готовлюсь к ней. И на нее лучше всего прийти, конечно, в онлайн, не в записи. Пожалуйста, делайте для себя, не занимайтесь только херней. Вы столько всего ненужного делаете, какую-то проблему обсуждаете 3 дня с подружками, со всеми, которые можно решить за 5 минут или которые вообще можно не решать. Смотрите кучу глупых фильмов. Я не против, я за хороших фильмов, но столько всего ненужного. Делайте нужное, делайте то, от чего ваша душа и тело и сознание будут наполняться энергией, расцветать. Пожалуйста, поставьте себе напоминание, что это 30 мая будет финальная медитация. Поставьте у себя там в календаре. Я слышу, сейчас сменилась энергия в чате, она такой стала более, огненной. Я включила, видите, свой огонь, не на полную мощность, конечно, но, на энное количество. И я стала очень притягательной, я стала еще более притягательной. И вот такая я нравлюсь себе, мужчинам, вам, миру, деньгам моим. Вот ссылка на медитацию. Это бесплатное мероприятие. 20 мая будет платное мероприятие. Будет мастер-класс, он идет 6 часов. Он называется «Женщина в мужском мире». Я там камня на камне не оставлю. Там я буду я буду такой огнище. Я буду крушить и ломать наши представления о себе как о женщине, как о человеке второго сорта. Потому что если вы думаете, что вы второй сорт, вы или идете под мужчину, или воюете с мужчиной. Или вы, думая, что вы второй сорт, знаете, у людей с низкой самооценкой защита это завышенная самооценка. Тогда вы козлы, уроды. То есть вот все эти 3 идиотские стратегии, я ниже мужчины, а он там все решает, а я никто, я с ним воюю, или я выше, чем мужчина, а теперь он никто. Вот эти 3 стратегии я полностью вместе с вами буду рушить. Я покажу, как мы контактируем с мужчинами. Какой мир сегодня, как непросто в этом мире мужчинам и женщинам. И как только вместе мы становимся чем-то очень таким плывущим на серфе. Ну что ж, я думаю, что можно заканчивать наш чудесный разговор. Пожалуйста, напишите, сколько сейчас участников
и сколько лайков. Я хочу свериться. И когда мы закончим, пожалуйста, вот после того, как закончится эфир, поставьте пару слов в комментариях, чтобы у меня под этим видео были комментарии. Тогда YouTube говорит: о, это хорошее видео. Там 20, 30 или 50 человек оставили свои небольшие комментарии. И он тогда поднимает это мое видео и дает на него ссылку. Меня спрашивают, в какое время 30 мая. Я не помню. Сейчас я... Девочки, смотрите, у меня каждый четверг идет эфир. Каждый эфир, он такой информативный. Наверное, кто был, тот знает. Пожалуйста, смотрите, пересматривайте. Приходите в наши платные программы, если кто-то из вас еще не был. Там еще глубже. Но я это делаю и для новеньких, и для тех, кто у меня уже учился, чтобы вы все время были в моем поле, чтобы я все время могла вам давать эту подпитку. Это очень важно, оставаться в контакте, не уходить в одиночество. Вы знаете, если животное ушло одно, его съедят, оно уходит умирать. Поэтому не оставайтесь одни, создавайте эти комьюнити, общайтесь с нами, приходите в наши чаты, приходите в наши группы. Все, кто закончили наши коучинги, они все живут в чате, все свои. Такой у нас есть чат для тех, кто закончил. Там, все мои практики, мы каждый день разговариваем, мне пишут вопросы, я отвечаю, девчонки между собой встречаются, делают практики. На 20-е можно ссылку, можно, пришлите, ребята. Я очень рада, что кто-то пошел глубже, Света пишет, что почувствовала состояние еще глубже. Пожалуйста, не забывайте и про чат все свои, и пишите свои вопросы, и пишите свои инсайты. Я знаю, как многое меняется в вашей жизни. Мне в личку пишут столько, я просто по привычке психотерапевта, я не могу это выкладывать. Это слишком для меня интимно, я не могу выкладывать. Но если это вы пишете, хотя бы в каком-то сокращенном варианте, когда вы рассказываете, тут мне подарили этот дом, ой, слушай, а ты знаешь, я забыла тебе сказать, мы еще... Клиентка мне пишет: Диана, у меня такая проблема, у меня замершая беременность, помоги. Мы с мужем так хотели ребенка. Я ей пишу: Альбина, с каким мужем? Ты что, замуж вышла? У тебя же были проблемы. Она говорит: ой, я забыла тебе рассказать, я снова вышла замуж за того же, у нас все хорошо, вот сейчас с ребеночком такая была проблема, замершая беременность, помоги. Я помогу. Я так хочу, чтобы вы писали, рассказывали о том, как в вашей жизни что-то изменилось. Итак, вы не ответили на один мой вопрос: сколько людей меня смотрит сейчас и сколько лайков. Когда я закончу, я думаю, что есть у вас какие-то чаты, есть у вас какие-то соцсети, где можно повесить ссылку на этот мастер-класс и какие-то свои комментарии написать, чтобы это кто-то увидел. Какие-нибудь женщины, чью жизнь вы измените. Так, вот уже пришла ссылочка, видите, на 20 мая. Я тоже жду 20-го. Во мне прямо гремит вот эта энергия жизни. Я такое чувствую, знаете, ярость, злость, гнев. Я хочу разломать все преграды, которые мешают нам быть живыми. Ну что, вот это пришло время прощаться. Спасибо за ваши лайки, за ваше присутствие. Мне спасибо
за такой энергетически сильный рассказ. До встречи в следующий четверг. Выключайся.